Крупный пожар в Москве. Сотрудников Чубайса задержали, а друг Путина занялся эскортом. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. На северо-западе Москвы, в Сходнинском тупике, вспыхнул крупный пожар. Загорелось здание бывшего завода. Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Шот», оно нелегально использовалось как хостел. Огонь охватил до 2000 квадратных метров. Обрушилась крыша. Самостоятельно выбрались из горящего здания 300 человек. Пожарные спасли еще 60. На месте работали 155 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд. В нем было 150 тонн воды и 4 тонны пенообразователя. К тушению привлекли авиацию 4 вертолетами. Сброшено более 100 тонн воды и пены. Это данные МЧС. На момент записи этого выпуска информации о пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность проводки. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На борту самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, погибли россияне. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что среди погибших были чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Накануне с заявлениями о катастрофе выступил президент США Дональд Трамп. Я обращаюсь к вам этим утром в этот мучительный для нашей страны момент. Около 9 вечера над рекой Потомак в Вашингтоне самолет American Airlines, на борту которого было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk с 3 военнослужащими на борту. Самолет следовал в аэропорт имени Рейгана. Оба судна моментально взорвались и упали в ледяную воду реки Потомак. Это настоящая трагедия. В катастрофе 47-й президент США обвинил своих оппонентов-демократов. Они, по словам Трампа, нанимали на важные должности профнепригодных сотрудников в угоду политике инклюзивности. Официальных данных о расследовании трагедии на момент брифинга еще не было. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в аэропорту имени Рейгана не хватало диспетчеров. Из-за этого вертолет мог сбиться с курса и врезаться в лайнер. Напомню, катастрофа в небе над Вашингтоном унесла жизни 67 человек. Дроны ВСУ атаковали сразу 7 регионов России. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, за ночь сбили 49 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Курской, Ярославской, Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что обломки одного из дронов упали на НПЗ. Вспыхнул пожар. По словам губернатора, возгорание быстро ликвидировали. Пострадал рабочий завода, его госпитализировали. Вот, летит он, скоро поехала. Сейчас еще один взрыв только что был. Им сейчас, походу, еще скорые будут ехать. По сообщениям местных жителей, удары также могли затронуть ТЭЦ и нефтебазы в Волгограде. Около 3 часов ночи взрывы и звуки стрельбы слышали в Красноармейском районе города, где находится предприятие «Лукойл Волгоград нефтепереработка». Ранее его уже трижды атаковали ВСУ в феврале, июле и сентябре прошлого года. В Воронежской области сбитый БПЛА упал на проезжающий по трассе автомобиль, пострадал водитель, у него ранение ноги. Кроме того, повреждены частный дом и ферма. В самом Воронеже повреждены стекла на территории промышленного предприятия. А это кадры из Ростовской области. Она, походу, горит, знаешь? Дымится. Это, походу, беспилотник упал просто. Сбили его, он упал. О последствиях атаки отчитался в Рио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, дроны сбили над 11 городами и районами региона. Пострадавших, по его данным, нет. В Красносулинском районе обломки упали на опору ЛЭП, оборвалась линия электропередачи. Дроны летели и в другую сторону. Воздушные силы Украины отчитались о 59 сбитых и еще 37 потерянных с радаров дронах. Всего же по 12 областям страны было выпущено 102 беспилотника. В Черкассах из-за падения обломков беспилотников вспыхнул пожар в многоэтажке. Поврежден балкон одной из квартир. Обошлось без пострадавших. В городе Белецкое Донецкой области из-за авиаудара 2 женщины получили ранения. Повреждены жилые дома и административное здание. А в Лимане из-за обстрелов загорелись дачный дом и хозпостройка. Жертв и пострадавших нет. В Москве задержали топ-менеджеров Роснано. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Следствие подозревает директоров компании в хищении более 43 миллиардов рублей. Анатолий Чубайс также фигурирует в материалах дела. Об этом пишет Интерфакс. По словам источника агентства в правоохранительных органах, процессуального статуса у бывшего главы корпорации Роснано пока что нет.
Роснефть занялась эскортом. Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о главе Роснефти и давнем друге Владимира Путина. По данным ФБК, Игорь Сечин нанимает в госкомпанию молодых девушек из агентств, предоставляющих интимные услуги. Обычно им по 19-20 лет. Их оформляют в штат Роснефти на менеджерские позиции. Разумеется, с солидным окладом. Расследователи утверждают, что после этого девушки сопровождают Игоря Сечина в путешествиях. В России резко подорожали запчасти для иномарок. Об этом пишут «Известия» по результатам анализа цен за 2024 год. По подсчетам издания, детали для Мерседеса, БМВ, Вольво и Шкода теперь обходятся россиянам на 20, 30, а иногда и на 50% дороже. «Известия» подчеркивают, что рост цен на запчасти в разы опережает инфляцию. Причем, если раньше можно было сэкономить, купив неоригинальную деталь от китайского производителя, то сейчас и они подорожали почти в 1,5 раза. Что ж, друзья, у нас на этом все. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. Подписывайтесь на наш Телеграм. Туда мы дублируем весь наш контент, в том числе в формате аудио. Берегите себя. Пока.